Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магия и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе магия нападения, защиты, борьба с врагами, наказание соперников, соперниц, врагов, откупы от дурной судьбы, от болезни, от смерти, исправление работы других магов, любовная магия, защитная магия, в том числе черная магия. Сегодня у меня гадание по неделям 14-21 февраля по знакам зодиака, первая его половина. Помним, что все мы зависим от высших сил, которые несут в жизнь каждого из знаков какие-то эмоции, внешние события, события в работе, в деньгах и так далее. И каждое утро нас пробуждает солнце, может, если кто еще до сих пор не понял. И каждую ночь мы ложимся спать, потому что мы зависим от этого ритма. Самый наглядный пример. Итак, начинаем с рыбы. С чем ходит рыба? Все по рыбе. Рыба. Тут жезл перевернутый. Говорит о том, что у вас идет на спад ваша активность некая, либо вы не видите результатов, опускаете руки. Сейчас посмотрим, с чем это срезонирует. Спад в работе, может это и на физическом плане. По работе шестерка жезлов говорит о том, что вы быстро решаете текущие вопросы. Также может быть быстрый переход со старой работы на новую. Если удачное собеседование, быстрое решение всех ваших текущих вопросов. То есть ближайшие планы, вот они уже приблизились и уже сбылись. Поездка может быть какая-то короткая, небольшая, там, в течение, может быть, границы суток. По вашему социуму, туз кубков перевернутый, говорит о том, что не хочется общаться, люди вас утомляют. Кроме того, вызывают у вас неприятные эмоции, общаетесь с ними через силу. По сути, они, может быть, вам надоели, неприятны, какие-то родственники вдруг какие-то, с которыми не хочется вам общаться. Вот не радуют они вас, да? Хочется отделиться как-то от них. Так, по здоровью Верховная Жрица перевернутая. Говорит о том, что идеально для обследования, для выяснения непонятных каких-то забот, сдать анализ, пойти к какому-то врачу. Всплывет на поверхность нечто, что позволит вам прояснить ситуацию с вашим здоровьем, если вы больны. По сути, для больных оно не означает, означает улучшение ситуации, прояснение ситуации. Также в тактике лечения. Обращение к разного рода нетрадиционным методам, всякие укалывания, травы, в том числе и магические усилия. Ну и еще может проявиться некая болезнь, которая не давала себе знать. Верховная Жрица. То есть обращайтесь лучше к каким-то таким пограничным специалистам. Вот также вот она и Луна перевернутая, ту же схему. Личная жизнь, выяснение отношений, какой-то давно трудный наболевший вопрос, который прояснится. Может, не самым лицеприятным для вас способом. Что-то всплывет, что-то вдруг выплывет на поверхность. Ну вот так вот наша Луна дает о себе знать. Также, кстати, может появиться человек, который как-то скрывался, был в тени, наблюдал за вами. Для семейных пар это скорее прояснение какого-то недоразумения между вами. Королева Пентаклей, значимая женщина, финансист, просто женщина, земная, твердо стоящая на ногах, конец недели пройдет в приятном таком общении с этой дамой, либо спокойной такой традиционной обстановке, такой вот размеренной жизни, которую символизирует женщина с пентаклем. Спокойно, уверенно можете на нее положиться. Может быть, это вы сама. Наши овны. Начинается овный компромисс. Вы вошли в компромисс.
где держите пока паритет, сжали зубы, промолчали где-то. То есть старайтесь не развивать некий конфликт. Хотя вот хочется, пока он не вышел. Закрыли на что-то глаза, закрыли. Закрыли, терпят. Овны не характерно для Овен, но видите. По работе тройка пентаклей. Велика возможность ошибиться, обратиться не к тому человеку, просчитаться. Также нежелательное обращение к посредникам, третьим лицам, которые могут истолковать неправильно, какие-то сведения неправильно вам доставить и так далее. Так, ваша социальная сфера, звезда перевернута, никого интересного вокруг, Овен не видит. Также, может быть, вы надеетесь на какое-то сотрудничество долгосрочное, но пока так оно не развивается никак. Вы не видите выхода из этой ситуации. Может, это планировалась встреча, и вас там вот так вот, это юристы, врачи, кто там еще у нас, родственники, ничего интересного, никакого будущего с этими людьми. Состояние здоровья хорошее. Всадник кубков, игривое, веселое, вы полны эмоций, жизни, выздоровления для больных, улучшение состояния для самых тяжело больных. Самая лучшая карта, одна из самых лучших карт, соревнования, дух очень такой, хорошее настроение, личная жизнь, десятка пентаклей. Очень интересная карта, для семейных означает, что вы почувствуете помощь родственников, что вы твердо стоите на ногах, какая у вас твердая прекрасная семья. Для тех, кто встречается, планируете, также встречаетесь с вашими семьей, может быть, планируете какие-то долгосрочные вложения, именно финансовые, материальные, бытовую жизнь, также получение денег для вашей семьи. Официальное оформление, какое-то вступление в наследство. Кстати, финансовая поддержка со стороны партнера, начало серьезных отношений, может быть скучных, но зато серьезных. И конец недели. Новая жизнь, вы ощущаете себя совершенно в каком-то новом качестве. Какая-то новая полоса, новая информация, новый, может быть, даже образ жизни. Кстати, до этого все время падала такое, у рыбы сдвиг, теперь пошел он на Овнов, я вижу. Очень интересная карта. Немного потерпите по работе, очень позитивная в личном, в здоровье. Так, наши тельцы. Король кубков, важный человек, родственник, поддержка эмоциональная от любого человека, по сути. Также врач, лекарь, человек, родственник, эмоциональная поддержка любая. Так, для женщин, может, это любовник. Такая вот эротическая неделя. Прям король жезлов на работе тельцам, тельчихам особенно. Ну, это также может быть какая-то яркая, интересная личность, ситуация, которая привлечет ваше внимание, вызовет в вас какой-то творческий порыв, интерес. Это и мужчинам, и женщинам. Ну, для женщин уже какие-то падают мужчины. В окружении мужчин оказываетесь. Так, пятерка жезлов, споры с окружающими, близкими, отстаивание своего мнения, вы достаточно активно. Также, возможно, к вам обратятся с какого-то рода просьбами мелкими. Но, скорее всего, что вы будете очень равномерно, очень жестко им отвечать, либо вы распределите свои силы, мелкие просьбы будете выполнять. То есть вот вы станете на расхват, тельцы. По здоровью, королева кубков. Телец взволнован чем-то, эмоциональная такая прям переполненность. Также обращение к женщине, которая лечит диетолог, травами, чем-то, какими-то пилюльками. То есть успокаивать нервы. То есть вот чрезмерная эмоциональность, может быть, переоценка вашего состояния. Оно не критическое, в любом случае тут больше эмоций, чем болезни. Так, состояние в личном.
Состояние в личном воспоминании, светлая грусть. Если вы в отношениях, возможно, что-то какие-то бывшие могут подплыть там, а вот что-то давно-давно забытое. Если вы одиноки, пока карта не предполагает ничего, то есть это только воспоминания. Вот, отплываете, все никак отплыть не можете от этого прошлого. Ой, нет, тут все, возврат все-таки. Недаром вы их будете вспоминать. Приплывет некая личность из прошлого. Поздравит вас с Новым годом тигра, наверное. Вот такая. Наши близнецы. Близнецы, беспокойство о деньгах. Вы их получите, но с дополнительной эмоциональной какой-то нагрузкой будете их выбивать, будете их ждать. Одним словом, либо вас заставят дополнительно еще поработать за ним. Такая вот денежка, с которой много геморроя по работе. Вот она, конфликт, видимо. Разговор очень жесткий, где вы уже вынуждены идти на конфликт, доказывать свою правоту. У вас уже не остается никаких вариантов для компромисса и молчания. Вот такое. Не очень хорошее собеседование, если вы ищете работу. Такая вот конфликтная какая-то собеседование. Ну, в дальнейшем выбивание денег получается так очень жестко. Социум, король жезлов, мужчина, который будет больше пыль в глаза пускать, чем доносить до вас что-то важное для вас. Не рассчитывайте, как король жезлов перевернут, это бы даст, это хорошо, весело, отвлекающе. Но по сути, кстати, король жезлов может перейти для женщин в личную жизнь, как какая-то любовная история, ну, не ясно. Вот. По состоянию здоровья тройка кубков перевернута, может означать, что вы перед этим что-то не то съели, какое-то по пищеварению расстройство, также спад давления, состояние с перепою или легкое что-то несварение. То есть это не означает плохого состояния, там ухудшения. Но у тех, у кого чувствительное пищеварение, будьте внимательны. Так, личная жизнь императора. Вот он, король жезлов. Тут он может вылиться в императора. Ну, если вы семейная пара, это вмешательство вашего какого-то пожилого родственника. Давление извне. Чьи-то советы, это может быть и женщина, да, то есть это чья-то властная, тираническая такая энергия. С другой стороны, если вы одинокая или одинокий близнец, в отношениях это скорее давление на вас. Кстати, да, близнецы не шибко, да, там сильно подавишь ветер. Нет, близнецов давить бесполезно, они уходят от этого очень легко. Также пожилой мужчина, как поклонник. Причем очень такой тяжелый, старый. Если вы одинокая, вот учтите. Вот, может оказаться, сначала показать, как он пупырчатый, переливчатый, а потом вот он начнет вам ставить условия. Только кубка что-то вроде же закончился Меркурий, да, но именно близнецам возврат из прошлого. Любовник, мы не договорились с тобой о чем-то, опять вы будете говорить, все о старом, все то же самое, ничего нового, ничего интересного. Все это то, что вам не очень хотелось бы поднимать эту тему, поскольку, видите, тут 3 кубка уже пустых, ну, двойка еще есть. Все уже понятно. Возврат. Транзит идет прям какой-то. Через Тельца и Близнецов возвраты. Раки. Наши раки. А наши раки делают покупку, мучаются, переживают. Да, действительно, возможно, переплата. Возможно, что вы не слишком критично настроены на эту покупку, на эту прибыль, на этот подарок. То есть сопряженные с ценной вещью переживания, даже, может быть, это и подарок. Но это трата, это все равно деньги. Это все равно какая-то ценность приобретения. По работе император. Давление. Это может давление со стороны государства вылиться, если вы бизнесмен.
занимаетесь бизнесом, то есть вмешательство каких-то органов, такое, которые вам что-то навязывают. Ну, пока не налоговая, да, но так. Также давление начальства какого-то очень жесткое такое, императивное. Также эта карта при приеме на работу будут вам очень жесткие условия ставить, если собеседование прям давить вас, раздавливать, имейте в виду. Может быть, вы сами император и управляете людьми, тогда говорит о том, что ну, вы как танк прям по ним проехались. О, все деньгами засыпаны, все прям у раков. Так, ну это расходы, расходы на родственников. Возможно, что вы их планировали, но все равно не допланировали, поскольку их окажется больше. Вот эти расходы. Это может быть расходы также и энергии вашего времени просто. То есть вы не планировали, вы планировали что-то, куда-то сходить, что-то, какой-то клининг вызвать, я не знаю, какую-то машину починить, но это окажется дополнительным геморроем. Наши. Так, личное это состояние здоровья. Ну что, состояние здоровья хорошее. Единственное, что не переоцените себя. То есть в такое состояние короля жезлов это вы можете слишком понадеяться на свое здоровье, слишком его нагрузить и что, перегреться на солнце, все, что относится к огню, получить какое-то раздражение. По сути, это хорошая карта, но не переусердствуйте. Также вмешательство в ваше здоровье короля жезла может какой-то даже бурный идти, не для женщин. Прям так все. Тут любовная любовь. Императрица. Шикарная карта для личной жизни. Так, ну для женщины в браке может такая замечательная беременность. Для молодых просто для молодых женщин начало каких-то очень классных таких отношений, тем более вам тут прям со всех сторон просятся мужики. Для тех, у кого не начало отношений, для тех, ну такой прям активный такой мужчина, такой вы еще как молодая, да, или молодая, прям управляете этими отношениями, либо вы почувствуете наконец власть на какую-то свою, придумаете какой-то ход, то есть вы императрица, управляете этими отношениями. Все прекрасно. Начало или что-то у вас там. Прибыль, вестник мечей, какие-то известия, также хлопоты с детьми, немножко, которые будут вас раздражать. Ну, для рака это еще хорошо, потому что рак он немножко у нас такой грустить любит, закрыться в себе. А на этой неделе прям совсем. Прям он правильный, прям он весь социальный такой, в контактах, в любви, для моря. И наши левушки, бурные головушки. Семерка жезлов. Забегался. Лев уперся в какой-то ситуации. Прям вот он все. Лапами роет землю и не уступаете. Причем это вам, ну как, вам надо решать попутно еще много вопросов, хлопот, бытовых. Вы справляетесь. Ничего, раскидаете. Вы раскидали все, что планировали, собственно говоря, и довольны своей позицией. По работе тройка кубков. Вау. Дополнительная прибыль, победа над конкурентами, шикарное собеседование. Также победа в каком-то конкурсе, творческий порыв, творческие узбеки. Все шикарно просто. Какое-то общество, в котором будете вы блистать. Идите на тусовку. Если у вас с этим бизнес особенно связан с культурой, с общением или с творчеством, очень хорошо посетить какое-то место, где вы будете звездой прямо. Победите всех, будете в центре внимания. Зато двойка кубков перевернута в вашем социуме. Говорит о том, что какое-то непонимание с другом, с родственником, нежелание вообще общаться, что-то вот не контачите вы. Человек совершенно неконтактный какой-то вам попался. Ну, еще львы, еще непростые.
ребята, да, царственные. Шикарное состояние здоровья, туз кубков. Полностью вы идете на поправку, если вы чем-то больны, или восстанавливаетесь после операции. Улучшение в любой состоянии, любого течения болезни, любой болезни. Также, если вы какая-то планируете какое-то вмешательство, лучше всего лечить. Чаша кубков — это лечение обычным там правильным питанием, физкультурой, то есть не оперативно. То есть кубка ваша болезнь лечится. По сути, если вы здоровы, то у вас еще, в общем, жизнь бьет ключом. Для здоровых это все отлично, ухудшения не будет. То есть ешьте, пейте, участвуйте в любых соревнованиях. Вы на высоте своей физической формы. Отшельник. Но это может быть и лев, который все-таки где-то затаился. Это вы сами, с одной стороны. Чего-то вот вы пронаблюдаете. С другой стороны, для женщин это означает и какой-то мутный любовничек. Такой тайный, что-то манипулирует, что-то он где-то то пишет, то не пишет, то отвечает, то не отвечает. То есть такая хитрая личность, которая как-то любит действовать в тени. Вот. Знакомство с таким человеком даже может показаться вам не таким. Ну. И конец недели. Принцесса жезлов. Ну, собственно говоря, вестник жезлов — это игривость, это ипостась самого льва, как знак огня. Развлечения, будете предаваться развлечению, каким-то легким физическим нагрузкам, играми с детьми, легкому флирту, так сказать, по настроению. Шикарно, шикарно. С вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. Пожалуйста, в письменном виде. До свидания.